Так, что бы еще хотелось рассказать? Ожидаемая новость, которую мы все ждали, конечно же, это анонс по поводу дериватива 2. Как вы знаете, условия вхождения в дериватив уже не один раз изменялись. И на сегодняшний момент, вот, если вы не заходили, опять-таки, рекомендую вам на канал Юсра News. Подпишитесь на него, или же «Жизнь в стиле Юсра», там новости дублируются. Все последние анонсы выходят там. Буквально за 2 часа до этого эфира вышла новость по поводу того, что уже окончательно условия вхождения в дериватив 2, и я думаю, что они не будут меняться, они будут окончательно до того момента, пока в дериватив 2, как вы знаете, должно у нас завестись 2 миллиона монет. Сейчас, минуточку, я открою эту новость. Итак, давайте вместе пройдемся по условиям для дериватива. Что такое, по сути, свой дериватив? Это возможность получения дополнительной прибыли за счет майнинга, за счет вхождения в дериватив. Если сегодня любой новичок у нас приобретет 1000 монет, ну давайте возьмем 1000, чтобы удобно было считать. Если вы зайдете в кошелек и посмотрите 1000 монет, и человек не присутствует ни в какой ноде, то максимальный процент, который может он получить, это составляет 1,67. Если же человек принимает решение купить 1000 монет, зайти в дериватив, а там главное условие, что он заходит на 8 месяцев, процентная ставка составляет 12,5%. Теперь посчитайте, с 1000 монет человек получит 125 монеток, или же в случае, когда 1,67%, что он получает? По-моему, разница очевидна, и я думаю, это условие очень интересно. Давайте пройдемся по основным условиям вхождения в дериватив 2. Итак, очень долго обсуждалось по поводу того, что на прошлой неделе до сих пор входило в чате обсуждение, почему стоимость вхождения в дериватив монеты было 150 рублей. Я еще в прошлой трансляции говорил, что это будет пересмотрено, и как мы видим в анонсе, который сейчас вышел, это действительно сделали. Теперь как формируется цена в деривативе 2? Вы просто заходите на сайт CoinMarketCap, видите, какая там цена. Сейчас я вам покажу на своем компьютере. Рекомендую вам просто сделать закладочку и на этот сайт хотя бы заходить, чтобы понимать, что вообще происходит с нашей монетой. Вот вы видите цену 41,33. Для того, чтобы войти в дериватив, к этой цене будет прибавляться 20 рублей. То есть цена вхождения сейчас в дериватив 2 составляет, соответственно, 61 рубль 33 копейки. В принципе, это можно посмотреть и уже в обновленном кошельке. Как это сделать, некоторые даже не понимают и не знают. То есть достаточно зайти в меню, зайти в раздел «Портфолио». Здесь мы видим две вкладочки. В общем-то, User Portfolio и User Launchpad. Заходим в подробнее. И здесь у нас есть информация по нашумевшему деривативу 1. Кнопочку «Узнать детали». И дериватив 2. Обратите внимание, в деривативе 2 уже отражается цена. 61 рубль 62 копейки. Опять-таки зайдем на 41,33, но разница, видите, в копейках все. То есть всегда принцип такой, что смотрите, какая цена на CoinMarketCap. У нас, в принципе, на этом сайте есть синхронизация. То есть программисты сделают так, что идет запрос на сайт CoinMarketCap, прибавляется 20 рублей, и вот цена вхождения в дериватив. Опять-таки условие сохранено, что для того, чтобы зайти в дериватив 2, не будет это в автоматическом режиме, нельзя просто нажать кнопочку и самому туда залетать. Для этого нужно связаться с официальным представителем Русланом Алиевым, приобрести монету у него или же в офисе, где постоянная локация, а также если люди находятся в любом удаленном конце нашей большущей России, он может это сделать дистанционно. Опять-таки через чат Telegram с ним связаться, сделать перевод дистанционно, и после чего выкупит необходимое количество монет и зайдет в дериватив 2. При этом нужно соблюсти два главных условия. Это, во-первых, минимальная сумма вхождения в дериватив 2 это 110 монет, максимальная это 1010 монет. Эти 10 монеток нужны для того, чтобы вы будете заведены в одну системную ноду, где будет происходить, в общем-то, майнинг с таким повышенным процентом. Что еще? Значит, я вам показал, как это найти в портфолио, поизучайте, полазите. Кстати, я для себя перед эфиром обнаружил такую интересную штучку, что если зайти в то же самое портфолио и нажать в деталях дериватива 1, обратите внимание, друзья, у нас произошло, пока
частичное обновление. Насколько я знаю, это обновление должно завершиться в ближайшие 2-3 дня. По крайней мере, у программистов такая задача, перед программистом такая задача поставлена. Посмотрите, уже появились кнопочки. Они пока не активны, но тем не менее вы увидите, что происходит видоизменение в нашем меню. Иногда мне хочется вступиться за нашего программиста, потому что его сильно хаят и обвиняют, да что за ерунда, да что у нас там в системе происходит, то неправильно отражается количество монет, то еще какие-то сбои происходят. Важно все время через канал информировать о том, что, друзья, с такого-то времени, такого-то числа, пожалуйста, не проводите никакие операции, не открывайте кошельки, не переводите монеты. Но почему-то люди на это не реагируют, а потом начинаются слезы и как-то так вот у меня неправильно все отражается. Все в ближайшее время доведут до ума. И в конце концов у нас будет супер приложение, наш User Wallet кошелек. Я каждый раз захожу и не могу не нарадоваться. Давайте я еще одну покажу штучку, что если кто-то еще не видел и не заходил, полазите по кошельку, там есть много интересных разделов. Допустим, зайдем в User Portfolio. Обратите внимание, если кто-то не видел, раньше у нас было представлено 4 монетки: Litecoin, Bitcoin, Doge и AMC. Сейчас, если вы увидите, добавлены еще монеты: Tether USDT, Chainlink Token, USD Coin, DICE Stablecoin, ZeroX и Uniswap. Правда, напротив, пока в них горит логотип не в сети, но давайте дождемся обновления, поскольку, в принципе, вы потом в дальнейшем можете и свои монеты хранить здесь. Но что самое интересное, монетки, используемые на протоколе фирмы, так называемый блокчейн ERC-20, можно будет в дальнейшем на нашей бирже P2P также покупать. То есть вы можете их покупать за рубли, используя банковские карточки. И в принципе это очень интересная система. Представляете? То есть если кому-то нужно, кто-то хочет поторговать на бирже, что он сейчас делает? Он идет в какой-то обменник и пытается через обменник приобрести USDT.